Ну как удержаться? Медведь ходит. Медведь? Да. Вообще мечта детства. Сходы бывают. Господи, такой милый и злобный одновременно. Он пума, ферма. Вагонные сходы — обычное дело, когда колея шагнет. Поехали. Нашел подъезд к такому переезду. Я так полагаю, место достаточно баянное. Магистраль уходит в ту сторону. Разгрузил дрезину, нацепил намордник. Все-таки ноябрь, может идти дождик, и как-то без защиты от ветра ехать не хочется. Туда железная дорога идет в депо. Вон прямо по курсу тот состав, который мы с вами сегодня уже привезли. А ответвление направо ведет в депо и к торфпредприятию. Итак, дорогие друзья, по доброй традиции включаем геотрекер. Он будет писать нашу поездку. И в конце выдаст нам, как линии здесь расходятся на самом деле. А вначале я предлагаю поехать немножечко в сторону депо. Давайте посчитаем с вами длину узкоколейки, но не всех путей. Мы же с вами не металлоломчики направлены, считающие свою вероятную прибыль, а посчитаем вот от этой стрелки. Это та стрелка, которая ведет в депо, которую мы с вами сегодня уже делали. Собственно, как я и говорил, состав, который мы привезли здесь. Так, реверс здесь, а деповские пути там. Ну, друзья, поехали. С вашего позволения, я буду снимать уже обратную дорогу. А здесь мы сейчас посмотрим интересные места, где имеет смысл останавливаться и что-то увидеть эдакое. Поэтому приятного просмотра. Итак, наше первое включение — это стрелка. Мы ее взрезали, поэтому она осталась сейчас в положении на треугольник. Нам надо на линию. Будем переделывать. Тяжело и неказисто. Хоп. Немножко проедем. Все, со стрелков вышли. Можно переделывать ее обратно. Да, обязательно переделываем обратно. Как оно было, так оно все и оставляем. Тем более назад мы поедем точно так же, через поворотный треугольник. И она нам понадобится именно в таком положении. Мужики рассказывали, что здесь много зверей. Водятся и лисы, но эти обнаглели, они уже в поселок ходят. И даже волков видели, они там собак задирали. И медведей. Ну, минимум одного медведя. Его следы видели там, у полевых баз. Вообще, звери очень любят полевую базу и залежи торфа. Потому что торфяные залежи, как я уже показывал, они парят, они теплые. Соответственно, зимой или в такую погоду, как сейчас, очень приятно кого-нибудь сожрать и укутаться в теплый торф. Со второй стрелкой проделаем то же самое. И самое главное, вся магистраль наша. Эту я предлагаю так оставить, потому что сейчас движения сегодня не будет, а нам все равно ее переделывать в то положение, в котором она была. Все равно будем останавливаться и делать. Так что вперед!
Вот она, наша первая точка. Это торфовозный вагон, который немножко устал и чуть-чуть прилег. Буфер зачем-то сняли. Да, такие вещи, как сходы, бывают. И это не исключение. К сожалению, это характерно для всех узкоколеек. Ну, так устроен мир, друзья. Не бывает идеальных путей. Зато здесь очень здорово видно его дно. Видно, как... Сейчас перепрыгнем. Опа! Видно, как перевозится торф, что это 4 таких бункера. Каждая крышка свою часть выпускает. Вот такой вагончик, друзья. Реально странно, что буфера сняли. Демиховский завод или Демиховский. Ну и тележечка, колесная пара. Так оно все и существует. Вот обратите внимание на вот эту вот штуку. 2 болтика. Раз, два. И такая скоба. Она, собственно, и удерживает колесную пару, чтобы она не сделала вот так. А здесь, ну, видимо, ее когда-то отломило. Ну, бывает, издержки. Новый участок пути, новые шпалы, все пропитано. Хорошо следят за дорогой. Тот редкий случай, когда не очково ехать. Еще одно место схода вагона, но здесь его уже подняли. Судя по следам от техники, понятно, чем поднимали. Тем же, чем и грузили в него торф. Мы с вами приближаемся к первому ответвлению, с которого сейчас не возят, но по которому хочется проехать. Стрелка на него. Давайте переводить. Вот какие разные машинки стрелочные на этой узкоколейке. Противовесы. Все разное. Как она легко ходит, как все смазано, как все обслужено. Господа, мое почтение. Ну ладно, давайте посмотрим, куда ведет эта дорога. Обожаю такие моменты. Любопытство берет вверх. Как это часто бывает, сразу дорога ныряет вниз. Основная магистраль выше. Кривые — это прямые, просто положенные под углом друг к другу. Да, здесь лучше поаккуратнее. Меньше всего хочется провалиться колесом между этих шпал. Эта ветка не проблема. Вот и все. И едем дальше. Классный стук колес, да? Мне тоже очень нравится. Кстати, в прекрасном состоянии. Колея выдержана,
Все прибито к шпалам, к кругляку. Какой-то гнили такой нет. Очень достойно, на мой взгляд. Тянется так неплохо. Ему пока что конца и края не видать. Эх, все как мы любим, а? Выработанные поля. Такие здесь площади, такие объемы торфа. А вот и конец. Приехали. Очень интересное обозначение приближающегося тупика. Куртка, конечно, поздние 80-е, 90-е. Он Puma фирма. На этой палке она чем-то напоминает на острове Ольхон. У шаманов есть священные столбы, на которые нужно подвязывать веревочки, загадывать желания, ленточки подвязывать. Разноцветная, выглядит очень красиво. Здесь тоже выглядит очень красиво. Дорога дальше разобрана, все это выработано, сейчас отсюда вывоза нет. Ну а здесь бескрайние поля. Площади, конечно, гигантские, хотя там вдали уже виднеется лес. Но здесь это за спиной, сколько туда, сколько вдоль дороги. А вот путеукладчик. Собственно, абсолютно рабочий. Вот посмотрите, у него тут есть двигатель, трос, лебедки, проводка. Все в полном сохране. Собственно, для этого ему и нужна СУХа, чтобы она давала 380 для питания всего этого добра. На нем плети. Плети со шпалами из всего, из чего придется. Но это и не для магистрального пути. Такие вещи используются для укладки новых усов. Снимают старое, проезжают, укладывают новое. Сейчас вот интересно пройти и посмотреть. Тут что-то какие-то иголки, господи. Так, блин, колятся, падлы. Так. Вот здесь иголок нет. Братцы, я надеюсь, это заслуживает лайка. Здесь шагать как раз надо пошире. Тын-тын-тын-тын-тын. Блин, вообще мечта детства.
полазить по каким-то штукам. Ага. Здесь можно ходить, но аккуратно. На хвосты не наступаем, иначе бревно прилетит в лоб, потом надавит на ногу и утащит вниз. Да, братцы, впервые вижу полностью комплектный рабочий путеукладчик. Очень круто. Конечно, да, вот видите, колея узкая, вагончики легкие, трясутся. А вот и главный вагон всего этого действа. Здесь, как видите, расположен кран, который вот этими захватами цепляет звенья. И вот эта выносная стрела их выставляет вперед. Собственно, так он работает. Так он и укладывает. Башмачок. Маленький узкоколейный башмачочек. Кабина управления. Стекла, автоматы, все на месте, братва. Удивительно, просто кайф. Конечно, такая каморочка, садишься и сидишь тут в тесноте. Ну, зато кнопочки все есть, все работает. Самое главное, есть отопление. И даже какая-то штука типа розочки. Вид отсюда вот такой. Ну, неплохо. О, классная штука от комаров. Армакон. Дальше тоже идет УЗ, но по понятным причинам его мы с вами не посмотрим полностью. Я думаю, он полностью аналогичен тому, по которому мы уже прокатились. Ну, буквально вот прям только что. А здесь просто платформы. Я думаю, даже особо их смотреть нечего. Платформы, шпалы занимают часть УЗа. Едем дальше. Вот и полевая база. Добрались. Будем очень надеяться, что нас никто не покусает. Пойдемте посмотрим, что здесь творится. Куча тракторов, куча техники. Вот такие вот коренья выкорчевывают, чтобы торф был чистый. Такой же никакая дробилка не осилит. Поэтому ездят и корчуют. Сами видите, какая здесь грязюка. И вон сидит чувак в жилетке. Он залаял, слышал тоже. Господи, такой милый и злобный одновременно. Да он так говорит. Кузя! Ну, Клай! И он так забавно по грязи бегает, такие шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Он сидит у главного работника в панамке, солнечных очках и сигнальном жилете. Ну-ка, ПЧ-2, ТЧ-2, ух, люблено. Крутой. И такой вот пёсель. Ну иди сюда, господи, я тебя съем, иди сюда, мой хороший. Иди. Не хочет. А это зольник для печи? Это печка. А, то есть отсюда топите? Да. Ох, красота. Так, там внутри должно быть уютно и тепло. Тепло. Ну, пойдем, посмотрим. Ух, как в сауне. Ребят, диваны. Ну, только не кожа-рожа. Микроволновочка, телевизор. Все есть. Красота. Лампочки даже. О, кружка, как у меня.
круто. Только Вид. света нету. Ага. Вон солнечная батарея на улице стоит, а солнышка нет. А, то есть только от солнца свет, да? Не, есть аккумуляторы, но они разрядились просто. Ага. Вон тоже такие. Ага. Здорово. Здесь так-то сколько народу-то разместиться может? 4 человека в легкую. 5. Рыбаки приезжают, у меня здесь ночуют иногда. Ну, а что бы здесь не поночевать? Да. Вот такая вот печка, как будто из бочки. Здесь куриные лапы. Видимо, кто-то колдует. Он здесь с волками сцепился. Что говорите? С волками сцепился вот здесь вот. С волками? Этот маленький? Да. И что? Всё. Подрали его, еле ожил. Неживой был. Он волками. Сторож отогнал. Вот дела. Стал кидать. А так его задрали вообще. Еле ползал. Ну тут, как говорится, за одного битого 2 небитых дают. И медведь ходит. Медведь? Да. И рысь здесь где-то ходит. Кто? Рысь. Рысь? Да. Ничего себе, у вас тут зверинец зоопарк. Питомник. Понятно. И где тут Мишка далеко заходит? Говорит, такая Ваня где-то там ходила. Да, это где погрузка была сегодня? Да. Но только ближе. Вот здесь. Ага. Начнем с остатков. Здесь половинка ПВшки, еще одна. Очень удобно. Кстати, здесь ее поставили на сваренные трубы. И если я не ошибаюсь, из нее получилась бытовка-волокуша. Такая же печка. Да, вон трос есть. И вот эти штучки, это ее лицо, так сказать. Цепляют тросами и погнали. Трактором потащили куда надо. Считай, бытовка. А по такой грязи, как по снегу, все легко пойдет. А здесь, похоже, ГСМ. И от ТСУшки остаток кабины. Платформа. Похоже на топливный бак. Да, здесь заправляют всю технику. УЗ не разобран, но покрыт толстым слоем грязи. Что ж тут дальше? Трактора всяко разные. Я, конечно, не эксперт, но что только не придумают. Смотрится, как какая-то иностранная, иноземная кракозябра. Да, понятно, здесь капот, но без него... Ух, необычно. Вот техника раньше была, да и сейчас есть. Что здесь еще? Это такая дробилка, она измельчает верхние слои торфа. Вот видите, вот такими вот ножами. Ну, как вспахивает его, чтобы он лучше просыхал. Просыхал. Захваты такие, пишите, как это называется. По таким насадкам я вообще не спец, не представляю. И вот этот вот трактор больше всего интересует. Это просто что-то с чем-то. Я так понял, у него здесь какая-то гидравлическая лапа, на которую можно насадки различные вешать. И помимо того, что он все это дело сгребает, он еще может это захватывать. Ну, типа воровайка, только трактор. Тоже ДТ-75 написано. Кабина максимально аскетичная. Сиденье на одно полужопие мягкое, на другое как придется. И так это все и выглядит. Ну, техника для работы. А так, большое количество коробочек. Это комбайны для сбора торфа. Табличку сюда приварили на телегу для трактора. И такой вот кран. Тоже необычное дело. Рискну предположить, что это мехдвор. Здесь производят какой-то ремонт. И если, ну, условно говоря, надо откапиталить двигатель трактору, цепляют его этим краном, ставят на платформу и по железной дороге вывозят в цивилизацию. Да, здесь такие мастерские под открытым небом. Здесь и курилка, и чаек попить. Куча всякого разного железа, просто куча всего. Ключи. Вот такие вот ключи. И это еще не самый большой. Все для обслуживания и ремонта техники. Еще один трактор. Вот как-то так. Ну как удержаться? Здесь ситуация немножко поинтереснее. Доски гнилые, как говорится, от слова совсем. Как-то не рискую на них наступать. Поэтому давайте вот в таком подвешенном состоянии посмотрим на это все великолепие.
Рабочее предприятие, друзья. 2022 год. Добыча торфа идет полным ходом. А это вид на другую сторону от мехдвора. Вон там те коробочки стоят. Здесь еще куча железа, запчасти. А там начинаются бескрайние поля. Ну, опять же, как начинаются? Вон, видите, узкоколейка. И там тоже, прям как море из торфа. На этом железнодорожном пути стоят по большей части платформы. Но рядом кузов АТСУшки с такой, как я понял, стандартной конструкцией для этих мест. Вот печка, вон труба. СУ 2А. Номера, к сожалению, не видать. Брага. Странное путешествие среди железа. Морось началась. Отлично. Все как мы любим. Чтобы песик нас не съел. Это, походу, матерый-то. Два волка его не взяли. Вот вам и хот-дог, сосиска. Так, а вот это живая ПВшечка. Как мне подсказали, здесь на Мизиновке раньше целые экскурсии проводили. И вот в этом вагоне их катали. Конечно, окна, я так полагаю, были не расписные раньше. А это уже опосля. Так. Походу, это тоже стандарт для этих мест. Костыль в виде ручки. Ну, сложно придумать более железнодорожное крепление. Вот это круть, братцы. Ладно, тут окна. Дверка такая прям железнодорожная. С замочком и трехгранкой. Отлично. Здесь все закрывается. Пожалуйста, печка. И натуральный салон. Очень даже салон. Шторки висят. Все как надо. Состояние недурное. Эти вентиляционные грибки наверху. Вот такого плана. Газовая плита. Ну, то есть здесь вполне себе можно было прийти, перекусить. Вон тут стол поставили. И очень даже все это неплохо существовало. Лампочка стушки прикрепили. Куча карт. Еще одна. ТЭЦ-17, 50 лет. Вот те раз. Чего тут только нет. Даже вон сердечки. Романтика. Вот она база. Вот еще один ус, стрелочку я сделал. Поехали. Ой, ну здесь совсем рядышком. Зато много времени тратить не надо. Бескрайние поля. Целые моря торфа. Обратите внимание. Аж дымка над ними стоит. Хоть картину пиши. Здесь я даже не знаю, есть ли смысл останавливаться. Вагон сошел с рельс. Тележки лежат рядом. Полный комплект. Рядом еще один такой же бедолага. Коллеги по несчастью. Ну, ничего страшного, бывает. На рельс поставят, еще поработает. Огромные залежи торфа. Где-то здесь, значит, видели медвежьи следы. Окей. Вот так выглядят эти поля. Дары природы. В таком режиме доедем до конца.
Ребят, конечная точка. Вон там, видите, гора. Это место, где нас сегодня грузили. Но не проблемами, а торфом. И вот такая вот конечная палочка, чтобы не промахнуться. Ну и столб. Почти что с головой врага. Такие дела. А дальше все. Это временный ус. Здесь магистраль никогда не шла. Здесь только перекладывают временные пути, чтобы добывать торф с этих полей. Тоже коренья накорчеванные, сваленные. А здесь канавы для дренажа. Вот все так просто. Кстати, вон там, видите, обточенное деревце, молодая березка. Бобровая работа. Вон здесь тоже эти палки, видите, обгрызаны, все состругано. То есть здесь где-то живут бобры. Ну, друзья, Мизиновская узкоколейка, начиная от самой дальней ее точки. Поехали!
Вагонные сходы — обычное дело, когда колея шалит. Но поезд идет, торф он везет, и надо ехать дальше. Вот здесь неприятный участок для тепловоза. Кривая такая достаточно малого радиуса. Подъем в горочку. И рельсы еще засраны. Ох, мы здесь боксовали с песочком. Страшное дело. И пути под тепловозом так проминались. Эстетика узкой колеи, друзья. Вот мы выходим на магистраль. Это же все, как вы понимаете, временный уз, который раз и переложили. А вот это уже начинается та самая железная дорога Гусевского ППЖТ, которая раньше тянулась вон туда вперед по просеке. Ее разбирать-то времени заняло сколько много. Большая была дорога, около 100 километров. Ну ладно, едем дальше, пока не начало смеркаться.
Хочу заметить, что здесь путь на железобетонных шпалах. Это самый беспроблемный участок. В отличие от других, где шпалы деревянные или просто кругляк, здесь железобетон. Самое милое дело для любой узкоколейки. Красота.
Так, ну, по левой части разворотного треугольника мы ехали. Поедем по правой, только стрелку сделать. Стрелку возвращаем в исходное, как она и была. А сами едем дальше. А вот и следы бобров. Вон, видите, надкушенные деревья. Живут здесь. Так, а далее только на ощупь. Виднеются рельсы еще. Вот и окончание. Совсем чуть-чуть осталось. Раньше, конечно, ветка дальше тянулась. Да и сама вытяжка была на большее количество вагонов. Но теперь вот так. Очень люблю я такие моменты. Сейчас сделаем стрелку и традиционно возвращаем. Господи, сколько тут! Каждое грузило — это что-то отдельное, что-то разное. Господи! О, расклинило. Удивительно, вообще колеса какие-то ребордные. Обалдеть! Так, ладненько. Давайте проедем. Ну и, конечно же, стрелочку назад. Все делаем так, как было. Оп. Все. Стрелка на линию. Когда поезд груженный поедет обратно, эта стрелка будет ему по маршруту. Ну и наша финишная прямая на сегодня.
Ну, похоже, на этом на сегодня и все. Итак, очень всех интересующий вопрос, что у нас получилось. Вот такая вот линия на сегодняшний момент. Проехали мы 25,3 километра. Состояние пути прекрасное. Ну а на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, очень понравилось. И отдельная благодарность руководству Мизиновского торфпредприятия в лице Суркова Андрея Николаевича за разрешение проведения этих съемок. Большое вам спасибо предприятию. Респект. Дорога просто круть. До новых видео, до новых встреч. Всем пока, друзья.